было осуществлено несколько экспедиций в Рязанскую область. Мы заезжали на круглые озера, на берегах которых с глубины 2 метра брали пробы грунта. И вот все эти пробы были сданы на анализ, и результаты этого анализа уже у нас на руках. Когда я завожу разговор о ядерной войне в начале 19 века, мне возражают, приводя в пример Чернобыль. Что, мол, если бы ядерная война в прошлом была, то вся Земля была бы как Чернобыль, где еще тысячи лет жить нельзя, так как все заражено. Так вот, друзья мои, в Чернобыле не было ядерного взрыва, это принципиальное отличие. По физике процессов распада, ядерные реакции в эпицентре ядерного взрыва и в реакторе атомной электростанции, они одинаковые. Но разница в том, что в реакторе эти процессы управляемые и протекают медленно, а в эпицентре взрыва реакция неуправляемая и протекает тем быстрее, чем больше мощность заряда, то есть количество исходного вещества. И вот во время ядерного взрыва одни вещества превращаются в другие очень быстро, и чем больше мощность заряда, тем быстрее эти превращения идут. Именно поэтому на месте ядерного взрыва можно найти в больших количествах цезий, йод и прочие продукты ядерного распада и их изотопы, которые и держат повышенный радиационный фон. Но период полураспада йода, например, составляет всего 8 дней, а цезия-137 – 30 лет. Заметьте, полураспада, а не полного разложения. Отбор проб грунта производился согласно ГОСТ Р 54038. Анализ проб осуществлялся в 4 независимых друг от друга лабораториях, 2 в Москве и по 1 в Новосибирске и Калуге. Представляю вашему вниманию заключение, выданное испытательной лабораторией Федерального центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области. Были проведены анализы проб грунта, взятых с глубины 2 метра, а также с поверхности, на следующих круглых объектах: 0,1, 0,2, 0,6, 0,7, 10, 12, 18. Это озера. И 19 – болото. Во всех пробах, взятых с глубины, обнаружен цезий-137. В пробах, взятых из верхних слоев, цезия-137 нет. Повторюсь в который раз, цезий-137 образуется только при ядерном распаде урана или плутония. Никаким другим способом цезий-137 не появляется. Практически на всех круглых озерах на глубине около 2 метров начинается черный или серый слой. Именно в этом слое мы и отбирали образцы грунта на анализ, непосредственно на берегу круглого озера. Найденные следы цезия-137 однозначно доказывают, что в этом месте происходил процесс ядерного распада. А вот стояли это атомные электростанции каждые 2-3 километра, или это следы ковровых ядерных бомбардировок, это решать вам.